Война. День 196. Ситуация на фронтах. Сейчас украинские войска предпринимают наступательные действия на многих участках фронта. Но где именно будет главный удар, который всегда один, пока неизвестно. При этом успех достигается на разных направлениях. У россиян никакой паники нет, о чем поспешили сообщить почти все пропагандисты. Именно так я себе и представляю отсутствие паники. Также в качестве подтверждения отсутствия паники зачастил со своими брифингами генерал-майор Коношенков, в которых он кратно уничтожил всю украинскую армию и авиацию. Восток. Сообщается о наступательных действиях ЗСУ в Харьковской области в направлении Изюма. Наиболее стремительно события разворачиваются вокруг Балаклеи, где российские войска попали в оперативное окружение. События начали разворачиваться рано утром с артподготовки и ударами по узлам снабжения с помощью Хаймерс, после чего 3-я танковая бригада довольно быстро взяла Вербивку и зашла в Яковлевку, тем самым обогнув Балаклею с севера, и вышла к реке Балаклея. Сегодня утром появилось видео с украинскими военными на перекрестке трассы М03 и Т-2110, и видео свидетельствует о уверенном контроле Волхова Яра. Боя нет, и, видимо, фронт сдвинулся еще дальше. Поступает сообщение о вхождении ЗСУ в Семеновку. Таким образом, у российских войск Балаклеи могла остаться одна дорога Р-78 для отхода на восток. Но и с этим вышла проблема, так как ЗСУ атаковали Савинцы со стороны Залимана. И вот, исходя из этих событий, россияне кинулись дружно сообщать, что никакой паники нет. Но при этом одновременно храня гарнизон Балаклеи в виде самарского и башкирского СОБРа. Таким образом, в районе Балаклеи образовался котел, о котором россияне все время мечтали. Правда, есть нюанс, они сами в него и угодили. Справедливости ради, это пока оперативное окружение, и возможность выйти проселочными дорогами у войск, попавших в него, пока есть. К тому же российское командование предпринимает действия для помощи своим войскам. Там сейчас активизировалась российская авиация. Правда, уже есть видео сбития одного Су-25. Примечательно, что в ходе этих наступлений украинским войскам удалось захватить украинские БТР-4, которые в марте захватили россияне и стали использовать. Также есть многочисленные кадры уничтоженной и захваченной российской техники, такое как новые танки Т-72Б3. Но и это еще не все с наступлением на востоке. После освобождения Озерного на левом берегу Донца стали поступать кадры украинских войск из Старого Каравана, что может свидетельствовать о расширении плацдарма. В то же время россияне, как ни в чем не бывало, продолжают свои попытки, атакуя Солидар и подступы Бахмута, все с тем же результатом, как и на протяжении 2 прошедших месяцев. В районе Донецка также сообщается о боях, но без продвижений. Юг. Украинское наступление на юге продолжается. После освобождения Высокополья на севере Херсонской области подтвердилось освобождение села Нововоскресенское, где также был поднят украинский флаг. Известно, что ЗСУ продолжает продвижение и есть неподтвержденная информация о освобождении сел южнее. Россияне заявили, что уничтожили все украинские понтонные переправы в районе Давыдова Брода и вот-вот ликвидируют плацдарм. Украинцы, видимо, об этом не в курсе, поэтому продолжают расширять выступ, освободив села Безыменне и Счастливе. Южнее украинским войскам также удалось продвинуться, и они освободили Шмидтове. Это важно, так как нарушает линию снабжения российских войск севернее. Спасибо за просмотр, не забывайте лайки, комментарии, подписку и колокольчик.